Здравствуйте, уважаемые коллеги и гости конференции. Я работаю в Институте Кундавел 7-й год. За это время мне посчастливилось побывать на нескольких международных конференциях по китайской имидж-медицине. И каждый раз это были невероятно полезные, полные работы и незабываемых моментов дни. На конференции у нас всегда есть возможность познакомиться с новыми людьми, найти единомышленников, поделиться своими знаниями, узнать что-то новое и обрести ценный опыт. Ну и, конечно, повидаться с дорогими друзьями и вкусно покушать. Here, as we know, this is 20 years Image Medicine, the Russian and first time Image Medicine Conference. Первая международная конференция по КИМ состоялась с 19 по 20 ноября 2011 года в Москве, в Российской академии наук. В рамках конференции было запланировано празднование 20-летнего юбилея КИМ. В организации этого события приняли участие Пекинский институт Кундавел, Московский центр народной помощи Благовест, Московский институт развития имидж-терапии и оздоровительных технологий, Международный благотворительный фонд Минтан. В праздновании приняло участие более 1000 человек, среди которых были медицинские специалисты, ученые, психологи, биологи, специалисты КИМ, известные врачи. Поздравить всех участников с юбилеем пришли почетные гости: известный российский актер и кинорежиссер Филипп Янковский, певица Ирина Богушевская и многие другие. На конференции выступили с докладами генеральный секретарь Всемирной Федерации обществ традиционной китайской медицины Ли Чжэньцзи и директор отдела международного сотрудничества Всекитайской ассоциации традиционной китайской медицины Сун Юнджан. Профессор Сю Минтан и высокопоставленные гости из Китая провели в Москве официальные встречи с заместителем министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации и с заместителем мэра города Москвы по социальной политике. Обсуждались вопросы развития и пути долгосрочного международного сотрудничества в области ТКМ и КИМ. В ходе встреч участники общались с журналистами, давали интервью СМИ. Делегация Института Кундавел вместе с почетными гостями конференции посетили центры китайской имидж-медицины города Москвы, открытые выпускниками Института Кундавел. По итогам конференции был выпущен сборник докладов и тезисов. 也就是说，我们要用意象医学对这个病人进行全面的研究。 С 29 по 30 сентября 2012 года во Дворце культуры студентов Одесского национального политехнического университета состоялась вторая международная конференция по медицине мыслеобразов и первая украинско-китайская конференция по традиционной китайской медицине, в организации которых приняли участие Пекинский институт Кундавел, Всемирная федерация обществ китайской медицины, Всекитайская ассоциация традиционной китайской медицины, Международная ассоциация медицинского цигун, Международный благотворительный фонд Минтан, Всеукраинская ассоциация восточной медицины город Киев, от лица которой выступил Самсонов Александр Викторович, председатель ассоциации, с докладом о работе межправительственной украинско-китайской комиссии в области традиционной китайской медицины. Украинско-китайское совместное предприятие ДАЮ, город Киев, во главе с Мартыновой Тамарой Ивановной, являющейся также членом правления Всеукраинской ассоциации Джунь Юань Цигун. Центр Кундавел Одесса, от которой на конференции выступала Пименова Галина Ивановна, председатель правления организации. Целью конференции было предоставление специалистам, ученым, бизнесменам и представителям власти информации о естественных и народных методах восстановления здоровья, китайской имидж-медицине, традиционной китайской медицине, Джунь Юань Цигун, знакомство с последними достижениями фундаментальных наук в этих областях, обмен опытом и создание условий для сотрудничества. Официальными языками конференции были объявлены украинский, русский, английский и китайский. Профессор Сю Минтан и председатель правления Кундавел Одесса Пименова Галина Ивановна дали пресс-конференцию телеканалам «Академия», «Репортер» и «Здоровье». С 19 по 20 октября 2013 года в столице Латвии
В конференц-зале отеля «Рэдисон» успешно состоялись третья международная конференция по медицине мыслеобразами и первая международная латвийская китайская конференция по традиционной китайской медицине. Помимо Института Кундавел, Фонда Минтан и Организации китайской медицины и цигун, конференция была организована благодаря усилиям Латвийской ассоциации Джуньюань Цигун, Паневропейской федерации обществ ТКМ, учебно-оздоровительному центру Кундавел Одесса, а также Скан-Мед-Сия Латвия. Профессор Сюминтан выступил с докладом о продлении жизни методами китайской имидж-медицины. Сообщил участникам о том, что Ким 4 июня 2013 года прошла аккредитацию во Всекитайской ассоциации традиционной китайской медицины. Смирнова Ольга, Булин-Соколова Екатерина и Рикун Анна получили награды за 3 лучших доклада. Специалисты с многолетним опытом применения методов китайской имидж-медицины рассказали участникам конференции об успешных результатах этих методов при восстановлении сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной и других систем. Также были организованы мастер-классы, посвященные диагностике хронических заболеваний, медицинскому цигун и цигун-терапии. На конференции в Риге было зарегистрировано 1000 участников из 9 стран мира и выступило 38 докладчиков. В заключение профессор Сюминтан поблагодарил представителей организаций, принимавших участие в конференции, и в особенности Алексееву Илону за теплый прием в Риге. По завершении конференции был проведен круглый стол «Единая медицинская концепция. Вопросы и проблемы интеграции». В нем приняли участие эксперты и представители национальных ассоциаций. На церемонии закрытия конференции была принята хартия «Интегративная медицина». С 13 по 14 сентября 2014 года в Екатеринбурге в Центре культуры «Урал» состоялись 4-я международная конференция по медицине мыслеобразами и 2-я международно-российско-китайская конференция по традиционной китайской медицине. Конференция была организована благодаря усилиям Свердловской региональной общественной организации Джуньюань Цигун, город Свердловск, Пекинского института Кундавел, Международной ассоциации медицинского цигун, Международного благотворительного фонда Минтан. Целью участников конференции был обмен опытом в лечении заболеваний и дискуссии в области альтернативной медицины, китайской имидж-медицины, традиционной китайской медицины, цигун, знакомство с новейшими достижениями в этих областях, обобщение результатов исследований и статистических наблюдений, проведенных медицинскими центрами разных стран. Профессор Сюминтан выступил с докладом о китайской имидж-медицине, описал деятельность Института Кундавел, а также рассказал о лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и о разработках Института Кундавел, препаратах «Живой огонь» и «Король моря», которые позволяют улучшить качество крови, укрепить сосуды и снизить риск развития данных заболеваний. В рамках конференции состоялись награждения в нескольких номинациях. В номинации «Лучший доклад» были награждены 9 участников конференции. Награда – бесплатное прохождение курса китайской имидж-медицины в Екатеринбурге. В номинации «Лучший имидж-терапевт» были награждены 9 специалистов. Награда – бесплатное участие в курсе повышения квалификации китайской имидж-медицины в Институте Кундавел. В номинации «Лучший организатор» были награждены Мартынова Тамара Ивановна и Зивенко Валентина Николаевна. Награда – бесплатное участие в Шаолинском ретрите и бесплатное участие во всех ретритах профессора Сюминтана. Подведя итоги, организаторы заключили, что в работе конференции приняло участие более 300 человек из 6 стран мира и выступило 37 докладчиков. С 3 по 4 октября 2015 года в столице Словакии Братиславе в конференц-зале отеля «Хилтон» состоялась 5-я международная конференция по китайской имидж-медицине и традиционной китайской медицине. В рамках конференции состоялся обмен опытом и выработка единых подходов в применении и стабильном развитии китайской имидж-медицины, цигун и китайской медицины. В конференции принимали участие представители Китая, Словакии, Франции, Чехии, Венгрии, Греции, Латвии, Голландии, Украины, России и Молдавии. Организаторами конференции были Словацкая и Чешская ассоциация Джуньюань Цигун во главе с Андреа Волчковой, Пекинский институт Кундавел, Международный фонд Минтан, Всекитайская ассоциация традиционной китайской медицины, город Пекин.
конференции приняли участие генеральный директор Департамента здравоохранения в Министерстве здравоохранения Словакии, директор Офиса Словацкой Республики во Всемирной организации здравоохранения, президент Ассоциации традиционной китайской медицины в Нидерландах, представитель греческой корпорации китайской медицины и многие другие почетные гости и докладчики. Профессор Сю Минтан выступил с докладом «Сравнение китайской имидж-медицины и квантовой физики», в котором описал основные принципы китайской имидж-медицины и принципы воздействия энергии и информации на тело человека, провел параллель с теорией струн и кратко рассказал о научных исследованиях, которые проводились в Институте Кундавелл. Специальный гость конференции Ши Янлин, глава медицинского центра монастыря Шаолинь, рассказал слушателям о Шаолиньском монастыре и буддийской медицине, о том, как в Шаолине была открыта первая аптека. Он продемонстрировал комплекс упражнений 8 кусков парчи и выполнил некоторые из них вместе со слушателями. В рамках конференции были организованы мастер-классы. Подведя итоги, было отмечено, что в конференции приняло участие более 300 человек из 11 стран мира и выступило 34 докладчика. С 31 июля по 1 августа 2016 года вблизи монастыря Шаолинь в городе Дэнфэн прошла 6-я международная конференция по китайской имидж-медицине и первый мировой форум по чань-медицине и оздоровительным практикам. В эти дни в Шаолине также проходил международный ретрит по Джуньюань Цигун. Ученики профессора Сю Минтана приняли активное участие в конференции. Организаторами конференции были Пекинский институт Кундавелл, Шаолиньское исследовательское общество фармацевтики, чань-медицины и кунг-фу, Международный благотворительный фонд Минтан. Основными целями конференции были представление китайской имидж-медицины как одного из самых эффективных методов оздоровления, перспективы ее дальнейшего развития путем интеграции древних методов лечения и результатов современных исследований, расширение понимания о традиционной китайской медицине и похожих способах восстановления здоровья и регуляции организма, создание условий для внутреннего и международного сотрудничества в области естественных методов оздоровления и лечения, представление чань-медицины и традиций чань-буддизма, представление традиционных оздоровительных упражнений. В первый день конференции выступило 19 докладчиков из Китая, Украины, Латвии, России, Молдовы, Венгрии и Казахстана. В заключительной части первого дня конференции гости смогли посмотреть представление шаолиньского кунг-фу. Во второй день конференции выступило 11 докладчиков из России, Китая, Украины и Латвии, а между докладами были проведены мастер-классы, на которых слушатели могли ознакомиться с диагностикой и методами оздоровления, применяемых в чань-медицине и китайской имидж-медицине. В рамках конференции была подписана декларация о создании Всемирной Федерации чань-медицины. С 30 сентября по 1 октября 2017 года в городе Алматы, Казахстан, прошла 7-я международная конференция по китайской имидж-медицине и 1-я казахстанско-китайская конференция по традиционной китайской медицине. Местом проведения конференции был Алматинский дом приемов. Организаторами конференции выступили Институт Кундавелл, Общественное объединение Цигун и китайская имидж-медицина Казахстан в лице руководителей объединения Вапу Османа и Вапу Раушан, Алматинский клуб Джуньюань Цигун «Здесь и сейчас». В конференции приняли участие президент Республиканской национальной медицинской ассоциации и член Национального координационного совета по охране здоровья при правительстве Республики Казахстан, директор Центра оздоровления биоплазмы человека, заслуженный изобретатель Республики Казахстан и руководитель Центра биофизической экологии Казахского национального университета имени Аль-Фараби и многие другие почетные гости и докладчики. Специалисты с многолетним опытом применения в своей практике методов китайской имидж-медицины, приехавшие из разных стран, рассказали участникам конференции об успешных результатах применения этих методов при восстановлении здоровья после различных заболеваний.
В рамках конференции были проведены мастер-классы на темы информационная китайская имидж-медицина, имидж-терапия лица, омолаживающие техники, лечение мочеполовой системы и другие. Телеканал СТВ во время конференции взял интервью у профессора Сю Минтана. Ну и, наконец, 8-я международная конференция по китайской имидж-медицине проходит прямо здесь и сейчас, в Будапеште, на наших глазах, с чем я нас всех и поздравляю. Спасибо за внимание, всем здоровья и успехов!